Вы просили, мы рассказываем. История какая? Нашей любви. Так называется, да? Да, пап, история нашей любви, часть вторая. Мы хотим продолжить наш рассказ, потому что мы остановились на том, как мы познакомились, где нас судьба свела, можно вот так сказать. Почему мы поехали именно в Москву? Ну, я вот, например, считаю, что я действительно поехала в Москву именно за ним. Тогда я, конечно же, этого не осознавала. Я думала, я еду заработать денег, купить квартиру и все такое прочее. Ну, такие обычные банальные цели. Купила квартиру? Да, 3. Молодец. Ну, короче, в итоге я нашла Квартиру. что-то намного больше, потому что я там встретила своего человека. За это я очень благодарна. В общем, после того, как мы познакомились, у нас не завязались какие-то романтические отношения еще очень-очень долго. Я не знаю, года через 1,5, я за себя говорю, я точно начала чувствовать какие-то другие эмоции, что-то больше, чем дружба. А к тому моменту мы уже очень близко начали дружить. Прям дружить. Мы вместе ходили по магазинам, вместе ходили в кафе, вместе там, не знаю, мороженое. С метро до работы Да, ходили. мы встречались, мы ехали с разных концов Москвы, встречались у нашего метро, где мы работали. И вместе шли там через парк, там 15 минут. То есть мы рассказывали друг другу, можно сказать, ну, наверное, Больше, все, чем надо. И больше, чем надо, 100%. И все новости, все, что с нами происходит. То есть это был мой самый-самый близкий человек. Не то чтобы в Москве, а, наверное, просто везде, потому что я с ним была 24/7. И когда мы с работы разъезжались, мы еще и могли там переписываться постоянно. Опять же, не на какие-то любовные темы. Что такое? Да. Сейчас я ей вот эти... воды хотела просто. А нам еду можно? Или мы будем Давай так? пусть она покушает, потому что она сейчас увидит там яйцо. яички. Да, и не будет. Ну, в общем, мы переписывались не на любовные темы, а просто вот по какой-то бытовухе. Я не знаю, как это бывает, конечно же. Твоя вилка? Папина вилка? Мамина вилка? А теперь я хочу спросить у вас, у каждого из вас, хочу, чтобы вы остановились и задумались, и там по своему опыту просто поделились. Была ли у вас в жизни дружба между мужчиной и женщиной? Считаете ли вы, что она действительно существует? Вот просто настоящая дружба. У нас это получается, пока я не встретила Акопа, я реально... была уверена, что дружба существует, и она у нас была, по сути, и очень длительный период, около 1,5-2 года мы дружили просто так. Но, конечно, последние периоды, вот эта дружба уже перерастала во что-то большее. То есть мы вроде бы называли себя друзьями, вели себя как друзья, все было так типа... По-братски. По-братски, да, но в голове... Брат меня предала. В голове уже на самом деле было другое, если честно. У меня так точно, я не знаю там, у кого первого из нас появились такие типа Она симпатии. заманила меня в свои сети, сказала: все, ты мой муж. И я никуда не уйду, правильно. И вот так и все началось. Короче, в итоге мы начали встречаться. Как? Но встречаться мы начали втихушку. Это очень смешно звучит, но так как мы работали в одном месте, Папу любишь? нам было... А ты маму любишь? Я тебя люблю. А бабушку любишь? Алло, бабушка, кофе делай, еду. А ты папу сильно любишь? Джон, а ты маму сильно любишь? Маму сильно любишь? Уж маму тоже звонишь, да? Ой, самантик. Ну все, поела, настроение хорошее. Так, на чем мы остановились?
Это то, что папу сильно люблю. Кучеряш наш, кучеряш, да, кучеряш красивый. Да, вы видите, какие у нас кучеряшки уже такие, завитушки классные. Кто не знает, я всю беременность ходила и мечтала, чтобы она была кучерявой. Все, счастливая, да? Поела, жучка? На водичке попей чуть-чуть. Мы работали вместе и не хотели как-то афишировать, что мы встречаемся, потому что, ну, рабочее место, как ни крути. Для работы. Да, мы тогда, может быть, не понимали, что это все равно, типа, какая разница, рабочее место или не рабочее место. Это наше дело, мы делаем, что хотим. Но мы как-то стеснялись, Да мы стеснялись, нам было просто неловко. что Потому мы что... работаем вместе и... И еще почему неловко, потому что вот в этих 2 года, когда мы просто дружили, и так все думали, типа, нам очень многие говорили, вы поженитесь, вы будете парочкой. А мы, конечно же, тоже это от своего стеснения, мы это отрицали, говорили, да не-не-не, ну что вы, перестаньте. И когда мы Они поняли... говорили, вы встречаетесь. И потом уже говорили, вы встречаетесь, Нет, а нет. мы еще не встречались вообще, мы правда еще не встречались. И когда уже это все произошло, нам типа, я не знаю, как-то было, наверное, стыдно признаться, что да, вы все были правы. Потому что когда я в него влюблена была, я вам не могу сказать, что я от него чувствовала то же самое. То есть, и, конечно, мне было неловко признаваться, что да, я влюблена в него. Мы ходили это все там... Мы и не отрицали так сильно, но и не признавались, что да, это так и есть, я тебе его там капец люблю, вот такого у нас не было, естественно. Ну, в общем, а потом все равно все поняли, и, конечно, мы там долго не упирались, что нет, мы просто, ну, у нас не было типа такого какого-то прямого заявления, что мы пришли и сказали, вот мы парочка, подарочка, там встречаемся, и все. Типа, мы официально, там, такого мы ничего не заявляли, не делали. Я переживаю, чтобы она эту банку не кинула. Я на смотрю, пол. она не скинет. Ну, все равно, конечно же, в какой-то момент, я не знаю, ну, там, они все у нас спрашивали, там, как-то, типа, подергивали, там, признавайтесь. Ну, и оно между нами, конечно, проскакивало, потому что, не знаю, уже взгляды были не те, там... Ну, как-то так. Уже, короче, было все ясно, понятно. Просто мы там стеснялись до последнего это сказать вслух, там, типа, объявить как-то. Вот и все, как школьники себя какие-то вели. Это так было классно, если честно. Пап, что там, яйца собираешь? А дальше Акопчик и так был такой очень обходительный, там, то принесет, то, какие-то маленькие подарочки, не знаю, там, в виде, не знаю, брелочка, браслетика, короче, какой-то такой мелочушки, казалось бы, но это все было очень классно, мило. Ну, хотя эти Сохранила мелочушки... эти мелочушки? Конечно. Где? В тумбочке. Катумдочка какая? Зеленая. Неси, Она показывай. не здесь, не в этой стране. У меня в доме. Который я купила за заработанные в Москве деньги. А я все сохраняю. Я тоже все сохранила. Покажи хоть одну вещичку. А что ты сейчас можешь показать в Германии здесь? Где у нас что-то Я есть? таскаю с собой, а ты говоришь, зачем ты таскаешь этот хлам? А что не так? Я говорю, это мои единственные вещи. Да потому что он Вот такое видите? возит за собой, вы не понимаете просто. Там я не знаю, ну... То, что ты сейчас сказала, я это и везу. И А ты- что? Вот что из того всего я тебе подарила, что ты возишься? Я Какие-то магнитики свои, там, копейки каких-то третьих стран. Вот это зачем тащить за собой? Это все память. Это все моя Я мелочушка. тебе это не дарила. Ты дарила. Да У меня есть то, здрасте. что ты дарила. Хочешь, покажу? Похочу. Похожу. Давай. Я как раз сейчас кашу помешаю. Иди показывай, давай. Давай, я не шучу. Сейчас покажу. Не верит она. Ну. Думает, что я прикалываюсь. У меня недалеко спрятано. Как Да у тебя потому в что- каких-то пятых странах. Вот. А ну, неси. А ну, сейчас папа нас удивит, Самантён. Самантёник, мамина сейчас, мамина булка пахнущая, не могу.
Если кто-то вдруг не решила, что это лишнее и не переложила куда-то в какую-то пятую страну. Я вообще в твоих вещах никогда ничего не трогаю и не Ты все перекладываю. время только в моих вещах, потому что ты свои не можешь контролировать, ты моими занимаешься. Ага. Нет. Одна пустая. Вторая пустая. Где подарки? Тарам. Нашел? Это вообще не я тебе купила. Что Это ты купила, сказала, носи в кошельке, принесет деньги. Просто обманщик. Это мы купили вместе в Северной Осетии. Сая, ты что, я такое никогда бы не купила. Что ты мне Мы рассказываешь? купили твоей маме, моей маме, и нам с собой кинули по кошелю. Ты вообще уже ничего не помнишь. Мы в Осетии ничего такого не покупали. Это мышка, ребята, вот эта золотая мышка. Сейчас покажу ближе. Там Смотри. я приближу, просто покажу. Мышка кошельковая, богатство сулящее. Вот. Я никогда в жизни такое бы не купил. Это ты купила, дала мне, чтобы я Смотрите, носил какая с собой. прелесть. Это называется ручная работа. Это мышка для денег. Вот, ушные палочки тоже ты мне даешь, чтобы я носил с собой. Что ты достаешь? Что ты мне даешь? Это ты не носишь с собой. Это вообще эта косметичка дома у тебя живет. Короче, это мы уже, я не знаю, сколько лет провстречались. Это мы были в Северной Осетии, путешествовали и купили там такие мышки. Вот даже твоя мама сейчас и моя напишет комментарий, потому что мы когда поехали, это дали ей и той Я маме. это не покупал. Ну ты Это не покупала. ты покупала и дала Я, мне. конечно, Вот, я. это я об этом говорю. Мелочь, которую я таскаю с собой. На. Все, поменялись. На твою Да, мышку. пап, бери свою мышку себе забирай. Так что, она... Кто-то Короче. тут придумывает, а кто-то тащит вещи с собой. В общем, это было уже гораздо позже, чем то, о чем я говорю. В этот весь период, когда мы начинали встречаться, мы дарили какие-то друг другу подарочки, но в основном он. Я ничего не дарила, потому что я девочка. Я была экономична. Да нет, просто что я тебе могла дарить? Ты весь такой ходишь расфуфыренный на каких-то брендах, в этих своих туфлях железных, там, туда-сюда, с бляшками. А я что могла тебе подарить? А ты там что-то себе уже брался дарить. Хоть мы еще были дружочками, но ты уже брался. Скажи, папа. Папа, это булочка моя любимая. Ты что такая хорошая? Все, дали замочек, интересно ей уже. Короче, ладно, из мелких подарков понятно. Никто ничего не помнит, прошло уже очень много лет. А, кстати, вы спрашиваете, сколько лет мы вместе. Вот где-то года 2 мы дружили, и лет 10 мы уже вместе как пара. После каких-то маленьких таких этих дружеских подарочков, которые он носил, всегда какие-то булки мне носил, мороженое, из Макдональдса какие-то бургеры, вот это все, грубо говоря, закончилось. Эти бургеры не носил. Носил. Еще очень часто возле метро покупал, и я тебе покупала. Я тебе говорю, ну это еще пока мы не встречались, я там, если ты уже был в салоне, а я шла позже, я тебе говорила, тебе что-то принести, ты говорил, да, купи булочку из Макдональдс. Не было? Нет. Не помню я такого, честно. 100 раз вообще было такое, если не больше. Просто хочет, чтобы он с ней играл, и все. Не хочет она уже даже кушать. Короче, ребята, потом начались уже с его стороны какие-то такие более серьезные подарки. И первый, самый дорогой подарок, который купил мне Акоп, как вы думаете, что это было? Конечно же, кроссовки. Но это были очень классные кроссовки, которых у меня в жизни до этого не было. И я больше вам скажу, я бы, наверное, никогда в жизни их себе и не купила. Насколько я помню, может быть, я буду ошибаться в цене, но мне кажется, это было примерно 10 тысяч русских рублей. Это в долларах где-то, может, $120 стоило. Да, тогда это для нас было дорого.
Но я для своей будущей жены ничего не жалел. Все. Все или ничего. Короче, они Смотри, были что папа такие для тебя классные. сделал. Кто знает, что такое фирма Джордан, ну, должны знать, а коп у нас всегда в Джорданах. Мишка сделал папа на брелочке. Для тебя. Да. Это такая же маленькая мишка, как ты. Сейчас будет делать. Или съест. Не съест, не съест. В общем, я этими розовыми кроссовками, они еще такие были малиново-розовые, это мой любимый цвет, я ими так вообще там восхищалась, такая довольная, ходила в этих крутых кроссовках, в общем, счастливая там на Ножки седьмом небе. болели, но ходила. Да, но что я хочу сказать, эти кроссовки меня жали, у меня широкая нога, а вот эти такие кроссовки единички, они на узкую ногу. И меня каждый раз от них болели ноги, от этих кроссовок. А я ходила в них и ходила, потому что из-за любви, понимаете? А потом Танюшка начала, я же говорил, съест. А потом Танюшка начала покупать мне всякие кроссовки. Зарабатывала денежки, покупала мне кроссовки. Ничего мужа не жалела. Ну, я вообще такая всегда была, что это очень плохая во мне была черта. Я ее уже убрала, конечно же, из себя. Потому что денежки закончились. Больше не зарабатываю. Нет, дело не в том. Я покупала всем и все. Я была готова вот любому человеку, чем хочешь помочь, какую хочешь сумму дать. Ой, да не рассказывай, ты мне За только любую делала. сумму купить подарки там. Но для себя я очень, не знаю, не то что жалела, просто я считала вот так, такая типа была психология вообще неправильная, не в то русло, что мне не надо, у меня все есть. Типа, ну никакой, ни одежды не надо, мне ничего не надо было. И так как-то я жила. Неправильно. Так не живите, девочки, так нельзя. Вам все надо, и чем больше, тем лучше. Просто будьте за все благодарными. И тогда вам упадет такой муж, перепадет. И дочка такая. Да. Потому что мышление поменяли. Еще раз скажи, какие я тебе дарила кроссовки, какие ты помнишь вообще? Они у меня до сих пор есть. Я с собой их ношу. Сейчас такой чик принес, кроссовки тоже покажу, да? Но есть, реально. Да есть у тебя Я белые есть в Армении, которые я Они тебе здесь. подарила. Они здесь, мы их привезли? Да. А, ты про них и говоришь? Да. В те времена, когда еще в Москве было все, бренды не ушли, там был Nike и, соответственно, был мой любимый магазин. Я не знаю, как традиция какая-то у меня была, раз в неделю заходил в этот магазин, вычислял, какие новинки бывают и все такое. Я там уже познакомился с продавцами и приблизительно знал, какие у них будут новинки, чтобы там успеть купить. И Танюшку подтягивала, чтобы она мне покупала подарки оттуда. Ужас, какой ужас, как это звучит. Ну а что-то не так было? Ну так не говори. А как Ты не сказать? понимаешь, что люди воспринимают все буквально. Когда я хотела, Так я когда был так и какой-то говорил, повод... хочу подарок Джорданы. Ты говорил, хорошо, какие? Я говорю, вот эти. Пошли. Ты сейчас просто какой-то, как будто бы Альфонс выглядишь, я тебе говорю. Хоть ты этого реально не осознаешь. Хочешь отсюда? Нет, ручками не будешь. Нет, ручками не будешь. Банан хочешь? Мне уже скучно. Банан будешь? На, смотри, что папа дает. Опанды. Но этим она будет шуметь. Короче, это наша последняя находка, наша новая игра. Обычные макароны я пересыпала в контейнер и кладу ей разные другие коробки, чтобы она их перекладывала. Ну, короче, для детей развивашки такие, и она это очень любит. А вот эту открой бутылку, пожалуйста. А ну-ка, давай. Да, молодец. Занимайся. Итак, продолжаем с улицы, ребята.
Дальше эта история длиться в таком формате не могла. Давайте шнурочки завяжу. Ну, короче, наши отношения переходили все дальше, дальше, дальше. Мы уже встречались, мы уже гуляли, мы уже были полноценной парочкой, чувствовали себя полноценной парочкой, можно Но сказать. никому не говорили. Да, но никому не говорили, но, можно сказать, уже с каких-то Ты первых... моя тайна. Ара, так некрасиво, тебя сейчас ты меня просто закрыл. Хорошо, прости. Чуть-чуть держи, сейчас идем на площадку, где ты будешь играть. Кто это Да, уже мы испачкал? хотели поснимать на площадке, чтобы она играла, мы снимали, но там очень много людей. У нас, к сожалению, немного в нашем районе площадок. Самая ближайшая Площадка это здесь. одна, и, в общем, она забита детьми, поэтому нам пришлось прийти сюда. Что я хочу сказать, что было дальше? Итак, что было дальше? Начали вместе жить. Это было непростое решение, не быстрое. Копчик жил, я жила в Москве, но я жила там с подругой и с ее мужем, то есть, ну, типа, отдельно комнату снимала. А муж мой жил в Подмосковье, но снимал всю квартиру. Это называлось Подмосковье, город Одинцово. То есть он всегда был типа такой за комфорт, чтобы ему было хорошо. Ну вот он такой по жизни. Это все уже, наверное, поняли, все знают. И, в общем, приглашает он вот этот На. перец черный меня жить к себе. Все так сложилось, что я к нему переезжаю. И тут начинается веселуха. Что, зайка? Из того, что мне помнится одна очень классная история из первых дней, вот когда мы начали жить вместе, это Ак просыпается, заходит на кухню, а я там просто себе в такой какой-то белой пижаме стою и готовлю завтрак. Играет музыка, мы вообще очень музыкальные люди, если кто-то не знает. Кто шапочки снимает? На варежке поиграй варежками. У нас всегда в доме играла музыка. Это с появлением Самантика, это стало немножечко... Она стала выключаться, потому что то ребенок спит, то еще что-то, то еще что-то. А так у нас, в принципе, мы заходили в дом, включали музыку или классику, или быструю, или поп, или попсу, что хочешь. И сейчас мы вам покажем нашу очень красивую шапку, которых Саманта вообще не хочет ходить. У нас миллион шапок. Я только что мужу сказала, что надо пойти купить ей еще шапок. Ну, может, какая-то подойдет, в которой она будет реально ходить. В общем, рассказывая эту ситуацию, выходит он, а у нас была такая, кухня-студия, можно так сказать, да. Гостевая и кухня, точно. Это студия. И отдельно, ну там типа коридор, ванная и отдельно спальня. И вот он выходит из спальни, я такая стою, танцую, вообще его не вижу. И он такой подходит, говорит, вот это кайф, вот это типа, вот так мне нравится, вот так я и хотел. Чтобы там каждый делает свои дела, там ты что-то готовишь, музыка играет, все так прекрасно, все так классно. Ну, короче, мы потешились, все здорово было. Но были, конечно, и другие дни. Потому что мы, как и все, абсолютно... Армяне? Нет, не армяне. Короче, как и все взрослые люди, когда сходятся два человека, начинается бытовуха, начинается какая-то отдельная история, потому что два разных человека, два характера, мы еще и два лидера, и мы, ну, можно сказать так, немножечко... Давай вторую ручку. Не воевали, а боролись, потому что он один жил все время, он себе холостяк, у него все по своим правилам. А правила, чтобы вы понимали, это в холодильнике из продуктов это вода без газа. Нет, это она неправильно рассказывает. Да, у меня было время, что в холодильнике была вода и все вроде. Просто... То есть он ел воду, понимаете, не пил, Я не ел воду. Я в то время просто очень много работал, и дома у меня почти не бывало. Я готовил еду, ставил в эти контейнера и выходил. То есть у меня продукты, которые я готовил на день или на два. Вечером пришел, приготовил, пошел. То есть мне не надо было в холодильнике хранить еду. Я не ел и сейчас стараюсь не кушать колбасы всякие, вот эти сосиски, которые хранятся в холодильнике. Я сейчас, можно сказать, начал есть сыры, которые нужно хранить, а тогда я не ел сыры. А так, что там, овощи, заходил в магазинов куча повсюду.
купил одну штуку помидора, одну штуку, там, не знаю, огурца. Одно яблочко, один бананчик, это вот так у него было. Ну, каждый день я свежее покупал. Зачем покупать тонну, хранить в холодильнике, чтобы испортилось и выкинуть? Я до сих пор этого не понимаю. И мы очень много продуктов выкидываем. Мы все равно каждый день ходим в супермаркет покупать еду. Почему не покупать, например, 2 или 3, сколько ты хочешь съесть, и успокоиться? Это не так, что дефицит продуктов завтра закончится. Ну, в общем и целом, у меня была такая система. Купил, поел, все. Нужно, Потому пошло еще что разочек он ел, купил. понимаете, он занимался спортом, и он ел макарон, грудка, гречка, рис. Все, вот это продукты. И еще яблоко и банан. А мама неправильно говорит, Ему не не надо только было это. там ни готовить, никаких запасов. Вот я хочу сварить суп. У меня, например, всегда должна быть картошка, Пошла в магазин, купила то, что морковка. нужно. Прикинь, это я за каждой луковичкой, за каждым чем-то должна... И он мне вот эту вот политику свою внушал, что типа не Почему за накупай. каждым? Ты хочешь суп, идешь покупаешь все, что нужно для супа, и пришла, все. Любимый, это тратит очень много энергии и времени. И если каждая хозяйка Я не будет... расскажу, я не добьюсь своего. Конечно нет, потому что меня сейчас сказанного. поймет любая женщина. Если я буду там на Давай. одно блюдо идти покупать все чисто на одно блюдо, принесла, приготовила, потом мне другое надо, я все бросила, дела пошла, а его надо кормить 3 раза в день, а еще и она теперь есть. Ну, короче, это вот эта мужская логика. И у нас было очень много разногласий по разным поводам. Собачка там была. Ну, не знаю, например, там чисто там складание вещей у нас все, у меня по-своему, у него по-своему. У него, например, не было шкафов, такие были типа вешалки. Да, опять же, дело не в том, что не было. Я жил в съемной квартире. Все, что было в квартире, то и мне было достаточно. Потому что зачем мне покупать то, что не нужно будет мне через какое-то время, когда я туда съеду, и возить как груз. Сейчас мы в Германии живем. Ну, Здесь другие квартиры. такие условия, что ты квартиру получаешь пустой и сам обустраиваешь. Но в любом случае, обустроить квартиру, мы обустроили квартиры, да, но что ты хочешь, малышка? Хочешь встать? Давай. Ну, короче, с этим я согласна. Короче, Тут куча это вещей, необходимость. куча моих вещей собрали с собой, которые не нужны, я считаю, и это просто груз. Давай, иди покажись, какая ты красивая. Здесь вот эта вся мебель, это все. Если ты захочешь куда-то там уезжать, переезжать, Подожди. то есть это либо возить за собой все это, для меня это тоже... Либо выкинуть, либо продать. Либо То есть ты выкидываешь. в основном все выкидывают. Выкидывают, потому что это никто не покупает, потому что это везде все валяется, и оно никому не нужное. Так что с этим да, но там у нас были, ну короче, там мне не хватало шкафов, на той квартире мне не хватало, я не требовала их купить, я просто говорю, что насколько разница в том, как живут мужчины и как живут женщины. Женщины сразу хотят какой-то уют наладить, там, не знаю, картинку повесить, фотографию, еще что-то. Собрать квартиру, устроить бардак, потом опять собрать, потом опять бардак, разобрать, собрать. А копа устраивает вот все как есть. Вы чтобы понимали, когда мы приехали сюда, здесь были стены и окна. И вы не представляете, как я с ним воевала, просто чтобы купить шторы. Он говорил, это нам не надо. Так Это я вы говорю, что? шторы давай купим, просто купим обычные какие-то, вот то, что закрывает окна. Ты красотка, Не снимай, не снимай, ты не снимай. показалась вообще? Давай, дочь, все, не надо вот это делать. Ты что? Без шапочки еще не ходят девочки маленькие. Короче, я по-другому просто вижу ситуацию. Почему? Потому что в этих съемных квартирах, в которых мы долго не задержимся, я не вижу смысла тратиться и обустраиваться. Не бери ничего с пола. Да Что ты пусть взяла? берет, но это веточки. Ну, я думаю, Ну там как ей грязь. не брать? Ну, в общем, вы все правильно ты говоришь. В съемных квартирах вот это вечное обустройство. В общем, я к чему вот этот весь разговор вела, что постоянные, конечно, у нас были разногласия, пока мы не притерлись, пока мы не привыкли друг к другу, пока мы не научились. Ты иди вообще покажись, какая ты красивая, ну повернись. Хотя ладно, пусть не видит лучше камеру, да? Да, давай, маме, собирай листочки, складывай в ручку. Вы видите вообще, какая у нас шубка сегодня, шапочка, какая она принцесска красивая. Короче, что еще я хотела рассказать? Было, с одной стороны, вот этот первый этап жизни вместе, было как и очень-очень-очень классно, приятно, потому что вот наши отношения, они
ну, типа, не такие там, любовь с первого взгляда, раз-раз, и быстренько все произошло. У нас это все шло, вот так годами длилось. Ты что прибежала к маме, испугалась? Там просто закрыли окно. И вообще я хочу сказать, ну, потом уже, когда мы притерлись, то мне, конечно, было максимально с ним... Нет. Максимально с ним комфортно и удобно, хорошо, потому что так заботливый очень. То есть мне просто всегда надо вот это сначала у него, ну, ему доказать, что вот мне вот это надо. Даже та же самая там Ешь только самантик. мебель в дом или еще что-то. Ой, ты что, вырвала листочек зелененький? Он не успел прорасти, а ты вырвала? Иди, папа хотел с тобой сам играть, иди к папе своему, давай. Папа сказал, Не хочешь к этому столу? Что там на столе? она там на столе хлеб Ну, свой дай увидела. сюда хлебушек. Ну и еще я вам хочу сказать, вот это когда мы уже съехались и начали жить вместе, Дось, мне не нравится то, что ты вот эту шапочку снимаешь. Прохладно. Да, вообще уже не та часть дня. В общем, когда мы начали уже жить вместе, мы не работали уже в одном салоне. И, ну, по сути, мы виделись вот только ночами, потому что я осталась работать в том салоне. Мы начали работать не совместно. И исходя из этого мы начали встречаться, ну, виделись очень, Реже намного. да, из-за, опять же, этой работы. Все же понимаете, что мы приехали в Москву работать, а дома сидеть никак не поможем. Она вся грязная сейчас, то, что села. Стряхни ее. Идем ходить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И в конце видео я хочу вам кое-что сказать. Пожалуйста, правильно поймите, с этого видео вы Танюшку больше не будете видеть в наших роликах, потому что она не хочет участвовать. Ну, и все. У нас все нормально. В семье никаких проблем нету. Просто будете видеть Саманточку и папочку. Так что все. Спасибо, что досмотрели. Не забудьте поставить лайк, комментарий и подпишитесь, пожалуйста, потому что дальше будет интереснее. Пока, покажи, Самантик. Пока.